Что бы вы сделали, если бы дикая львица вышла прямо на вас в пустыне, не чтобы напасть, а чтобы попросить о помощи? Кенийский пастух Самуэль Лекарро столкнулся именно с этим. Хищница весом почти 180 килограммов остановила его на тропе, посмотрела в глаза и развернулась назад, ожидая, что он пойдет за ней. Он пошел. То, что он нашел в конце этого пути, изменило его жизнь навсегда. Самуэль Лекарро пас коз в районе Самбуру на севере Кении, засушливая саванна, 40 градусов в тени, ближайшая деревня в 12 километрах. Было раннее утро 19 марта 2019, когда козы резко остановились и сбились в кучу. Самуэль поднял голову и увидел ее в 20 метрах от себя. Львица стояла прямо на тропе. Не кралась, не припадала к земле перед прыжком, просто стояла и смотрела на него. Самуэль сжал в руке длинный пастушеский посох и не двинулся с места. По всем правилам выживания в саванне нужно было медленно отступить, не поворачиваясь спиной. Но львица сделала то, чего он не ожидал. Она тихо рыкнула, не агрессивно, почти как стон. И сделала несколько шагов в сторону от тропы, не сводя с него взгляда. Потом остановилась, оглянулась и снова сделала несколько шагов в том же направлении. Самуэль Лекарро вырос в племени Самбуру. С детства он слышал истории о том, как животные иногда приходят к людям. Его дед рассказывал, что однажды раненый леопард лег у входа в хижину и ждал, пока старик не вышел с водой. Самуэль не был мистиком, но он умел читать животных. За 23 года пастушества это становится инстинктом. И сейчас каждый инстинкт говорил ему одно: эта львица не охотится. Он привязал коз к акации, воткнул посох в землю и пошел за ней. Львица двигалась быстро, но постоянно оглядывалась, проверяла, идет ли он следом. Когда Самуэль замедлял шаг, она останавливалась и ждала. Они прошли так около 700 метров по раскаленной земле через заросли колючего кустарника вниз по склону сухого русла реки. Самуэль потом скажет журналистам, что в тот момент не думал об опасности. Он просто шел, потому что понимал, она ведет его к чему-то конкретному. В густых зарослях акации у подножия склона львица остановилась и легла на землю. Самуэль подошел ближе и увидел львенка. Детеныш лежал на боку среди сухой травы. Ему было не больше 3-4 недель от роду. Его задняя лапа была зажата между двумя камнями, плоским известняком и большим валуном, которые, судя по всему, сошлись во время ночного оползня после редкого дождя. Львенок не кричал, он был слишком слаб. Он просто дышал часто и поверхностно, глаза были полуприкрыты. Мать пыталась вытащить его сама. Это было видно по царапинам на камнях и по содранным подушечкам ее лап. Но угол был такой, что чем сильнее она тянула детеныша, тем глубже камень прижимал лапу. Она провела рядом с ним всю ночь и все утро, пока не решила сделать то, что противоречит самой природе хищника — пойти к человеку. Самуэль опустился на колени в метре от львенка. Мать не зарычала, только напряглась всем телом и не сводила с него глаз. Он медленно потянулся к меньшему из камней и начал его двигать. Камень весил килограммов 25. Самуэль сдвигал его по сантиметру, останавливался, смотрел на мать. Она не двигалась. Через 4 минуты камень сошел с места, и лапа львенка оказалась свободна. Детеныш дернулся, попытался встать и упал на бок. Мать в одно движение оказалась рядом. Начала его облизывать, подталкивать носом. Самуэль поднялся и сделал 3 шага назад. Его руки дрожали. Львенок был жив. Лапа, судя по тому, как он ее поджимал, была повреждена. Возможно, сломана. Но он дышал ровно, и мать уже укладывала его под свое брюхо. Самуэль простоял там еще минут 10, не двигаясь. Потом медленно развернулся и пошел обратно к козам. Оглянулся один раз. Львица смотрела ему вслед из тени акации. Вернувшись к козам, Самуэль обнаружил, что руки все еще трясутся. Он развязал веревку, собрал стадо и погнал его домой. В деревню Арчер-Пост, где жил с женой и 3 детьми. Шел быстро, почти бежал, хотя сам не мог объяснить зачем. Опасность осталась позади, но тело еще не знало об этом. Дома он рассказал жене Наре все без прикрас. Нара выслушала молча, потом сказала одну фразу: «Ты мог погибнуть». Самуэль кивнул. Он и сам это понимал, теоретически. Но там, у тех камней, страх просто не успел включиться. Произошло что-то, что работало быстрее страха. На следующее утро он вернулся на то же место. Не потому что планировал, просто ноги сами повернули в ту сторону, когда он выгонял коз на пастбище. Он оставил стадо у акации и спустился в русло. Место было пустым. Камни лежали так, как он их оставил, сдвинутый валун, примятая трава, следы львиных лап на мягкой земле у воды. Никаких признаков того, что здесь кто-то был ночью. Самуэль присел на корточки и рассмотрел следы. Мать уходила на север, в сторону густого кустарника. Детеныш шел рядом. Его след был мельче и чуть неровным, правая задняя лапа слегка подволакивалась. Значит, он двигался самостоятельно, значит, лапа не была сломана, только сильно ушиблена.
Самуэль вернулся к козам и больше в тот день об этом не думал. Так он скажет потом, что просто вернулся к работе. Но вечером он все же зашел в контору районного управления по охране дикой природы в Арчер-Пост и рассказал инспектору Джозефу Лесомару о том, что произошло. Лесомар слушал внимательно, записывал, задавал конкретные вопросы, точное место, время, размер детеныша, состояние лапы. В конце сказал, что подобные случаи фиксируются раз в несколько лет и что поведение львицы соответствует задокументированным эпизодам. Хищники в критической ситуации иногда меняют стратегию и ищут контакт с человеком, особенно если живут в районах, где люди и животные давно сосуществуют рядом. Лесомар попросил разрешения передать информацию в Кенийскую службу охраны дикой природы. Самуэль согласился. Через 3 дня в Арчер-Пост приехал зоолог Дэвид Мутия из Найроби. Он провел с Самуэлем 2 часа, записал подробный рассказ на диктофон, сфотографировал место, снял следы. Мутия объяснил, эта конкретная прайд живет в районе Самбуру уже больше 8 лет, ее хорошо знают местные рейнджеры. Львицу, которую Самуэль встретил, они называли Накуру, по имени озера, хотя она никогда там не была. Просто кличка, которую дали рейнджеры несколько лет назад, когда она была еще молодой самкой. Накуру родила первый помет в 2017-м, 3 детенышей, из которых выжил 1. Этот второй помет, судя по возрасту найденного Самуэлем львенка, появился в конце февраля 2019-го. Рейнджеры знали о беременности, но после родов потеряли ее из виду. Она ушла в труднодоступный район и несколько недель не появлялась на маршрутах патрулирования. Мутия сказал Самуэлю прямо, если бы львенок пролежал под камнем еще сутки, он бы не выжил. Обезвоживание в 40-градусную жару убивает детеныша такого возраста за 20-30 часов. Накуру провела рядом с ним не меньше ночи, прежде чем решилась уйти за помощью. По расчетам Мутия, у львенка оставалось не больше 4-5 часов. Самуэль выслушал это молча. Потом спросил, можно ли будет узнать, выживет ли детеныш. Мутия пообещал держать его в курсе. Следующие 2 недели Самуэль пас коз и ждал. Мутия позвонил через 17 дней. Рейнджеры нашли Накуру в 4 километрах к северу от места, где был зажат львенок. Она шла с детенышем Басюдья, он двигался самостоятельно, правая задняя лапа работала нормально. Мутия сказал коротко: оба живы, оба здоровы. Самуэль поблагодарил и повесил трубку. Казалось бы, история закончилась. Но через 6 дней после этого звонка Самуэль снова встретил Накуру. Он пас коз в 2 километрах от деревни, в низине между 2 холмами, где после редких дождей дольше держалась трава. Был полдень, самая жара. Козы стояли в тени редких акаций и почти не двигались. Самуэль сидел на камне, пил воду из термоса и смотрел в сторону горизонта. Краем зрения он поймал движение слева. Накуру вышла из кустарника в 30 метрах от него. Одна без детеныша. Она шла медленно, не таясь, и остановилась в 15 метрах. Самуэль не двинулся с места. Поставил термос на камень. Руки на этот раз не дрожали. Они смотрели друг на друга, наверное, минуты 3. Потом Накуру опустилась на землю. Не легла полностью, а именно опустилась, подобрав лапы под себя, как домашняя кошка. Это называется сфинксовая поза. В таком положении хищник не готовится к прыжку, мышцы расслаблены. Самуэль знал это. И именно это его и поразило. Она не пришла за помощью, она не охотилась, она просто пришла. Самуэль потом долго думал над тем, как описать то, что происходило в те 3 минуты. В итоге он нашел одно слово – признание. Не в человеческом смысле, не как акт благодарности в том виде, в каком мы его понимаем. Просто она пришла туда, где был он, и позволила ему видеть себя. Для дикого хищника, который всю жизнь избегает людей, это и есть максимум того, что возможно. Через несколько минут из кустарника вышел львенок. Он был заметно крупнее, чем мог представить себе Самуэль по тому, что видел под камнями. Детеныш ушел 2-й месяц. Он уже уверенно держался на лапах и двигался с той неловкой точностью, которая бывает у маленьких хищников. Каждый шаг как будто немного удивляет его самого. Правая задняя нога работала без видимых нарушений. Львенок подошел к матери, ткнулся носом ей в бок и тут же переключил внимание на Самуэля. Уставился на него с тем бесстрашным любопытством, которое бывает только у детенышей. Он еще не знал, что человека нужно бояться. Сделал 2 шага в сторону Самуэля. Накуру издала короткий низкий звук, не рычание, скорее что-то вроде гортанного щелчка. Детеныш немедленно развернулся и вернулся к ней. Самуэль не шевелился все это время. Он дышал медленно и смотрел. Козы за его спиной стояли тихо. Они тоже почуяли хищника, но почему-то не паниковали, только сбились в плотную группу у акации. Накуру просидела в сфинксовой позе еще около 5 минут. Потом встала, подтолкнула детеныша мордой в сторону кустарника и ушла. Так же медленно и открыто, как пришла. Не оглянулась. Самуэль сидел на камне еще долго после того, как они скрылись из виду. Думал о том, что никому не сможет правильно объяснить то, что только что произошло. Что любое объяснение будет либо слишком простым, либо слишком громким для того, что он видел. 2 живых существа смотрели друг на друга в полдень посреди саванны.
И этого было достаточно. Вечером он не пошел в контору к Лисомару и не звонил Мутия. Это была не информация для протокола. Это было его личное. Через 3 недели после той встречи Мутия позвонил снова. На этот раз голос у него был другой. Рейнджеры нашли Накуру одну. Она сидела на открытом месте у высохшего русла и не уходила. Уже второй день. Такое поведение у львиц означает одно. Она потеряла детеныша и не может заставить себя уйти от последнего места, где он был жив. Мутия сказал, что они пока не знают причины. Попросил Самуэля сообщить, если тот снова увидит ее в районе своих пастбищ. Самуэль положил телефон на стол и долго смотрел в окно. На следующее утро он не повел коз на обычный маршрут. Он пошел к руслу. Накуру была там. Она лежала на плоском камне у самой кромки сухого дна реки, вытянувшись, положив голову на передние лапы. Самуэль остановился в 40 метрах. Она подняла голову, посмотрела на него и снова опустила. Не ушла. Он простоял там около получаса. Потом медленно сел прямо на землю, не приближаясь. Просто сел. Накуру не реагировала. Она смотрела в пространство перед собой с тем остановившимся взглядом, который бывает у животных в состоянии острого стресса. Зрачки широкие, фокус где-то далеко, за линией горизонта. Детеныша нашли в тот же день. Рейнджеры обнаружили тело в кустарнике в 180 метрах от русла. Львенку было около 8 недель. Мутия установил причину смерти позже после осмотра. Кишечная инфекция, предположительно вызванная зараженной водой из временной лужи после дождя. Для взрослой особи переносимо. Для детеныша 8 недель смертельно за 2 суток. Самуэль узнал об этом вечером того же дня. Он сидел у русла почти 4 часа. С раннего утра до полудня. Накуру не уходила. Он тоже не уходил. Это трудно объяснить рационально. Самуэль не кормил ее, не лечил, не делал ничего практического. Он просто был рядом. Но именно это, как ни странно, имело значение. Не для него, а для нее. Зоолог Мутия, когда Самуэль рассказал ему об этих часах у русла, не удивился. Он сказал, что одиночное присутствие знакомого существа рядом с животным в состоянии стресса снижает физиологические показатели тревоги. Это фиксируется даже у диких особей, которые имели предшествующий позитивный контакт с конкретным человеком. Накуру не просто терпела присутствие Самуэля. Она, по всей видимости, его узнавала. На 3-й день Накуру ушла от русла. Самуэль видел ее следы утром, да и она ушла на северо-восток, в сторону густого буша, где держался основной прайд. Возвращение к прайду после потери детеныша – нормальное поведение. Одиночество в такой ситуации для львицы опаснее, чем кажется. Без социальной группы она теряет доступ к совместной охоте и защите территории. Самуэль пришел к руслу в то утро, увидел следы и понял, что она ушла. Постоял несколько минут. Потом развернулся и пошел за козами. Мутия позвонил через 2 дня и подтвердил. Рейнджеры видели Накуру в составе прайда в 8 километрах к северу. Она была цела, охотилась вместе с 2 другими самками. Жизнь продолжалась в том единственном смысле, в котором она продолжается у диких животных. Без рефлексии, без архива, только вперед. Самуэль выслушал это, поблагодарил и снова повесил трубку. Нара спросила вечером, что сказал зоолог. Самуэль ответил коротко: «Она в порядке». Нара кивнула и не стала задавать больше вопросов. За 20 лет совместной жизни она научилась различать, когда муж говорит все и когда оставляет что-то при себе. Прошло 4 месяца. Август самый сухой период в Самбуру. Трава выгорела до белесой щетины, водопои пересохли, животные уходили все дальше в поисках воды. Самуэль расширил маршрут выпаса на 3 километра к востоку. Туда, где у подножия базальтового кряжа еще держалось несколько луж с остатками грунтовых вод. В тот день он вел коз обратно к деревне, уже под вечер, когда солнце стояло низко, и тени от акаций тянулись длинными полосами по рыжей земле. Стадо шло ровно, козы не нервничали. Самуэль шел замыкающим, как обычно. Он услышал выстрел раньше, чем понял, что это выстрел. Хлопок. Резкий, короткий, с эхом от кряжа. Козы брызнули в стороны. Самуэль упал на землю автоматически. Тело сработало раньше головы. Лежа в пыли, он увидел 3 мужчин, выходящих из кустарника метрах в 60 слева. 2 несли длинные ружья. 3 тащил что-то за задние ноги. Браконьеры. В районе Самбуру это не редкость. Несмотря на патрулирование рейнджеров, группы заходят со стороны неохраняемых участков границы заповедника. Бьют все, что движется, и уходят до рассвета. Но сейчас был вечер, и они шли открыто. Значит, были уверены, что здесь никого нет. Самуэль лежал неподвижно за невысоким земляным валом. Козы разбежались, но далеко не ушли. Топтались в 30 метрах, что было хуже. Их было видно, а значит, браконьеры понимали, что рядом есть пастух. Один из мужчин что-то крикнул на суахили. Самуэль понимал этот язык достаточно хорошо. В переводе это звучало примерно как «покажись, мы не тронем».
Именно такие фразы говорят тогда, когда собираются тронуть. У Самуэля не было оружия. Пастушеский посох, нож на поясе, телефон в кармане и 3 человека с ружьями в 60 метрах. Сеть в этом районе работала нестабильно, но он все же попробовал. Тест набрал номер Лесомара, нажал вызов. Сигнал был, звонок пошел. Лесомар не взял трубку. Браконьеры двигались в его сторону. Медленно, веером, как люди, которые умеют искать. До них оставалось метров 40. Именно тогда из кустарника справа вышла Накуру. Самуэль узнал ее сразу. Он уже достаточно изучил ее силуэт. Она шла быстро, низко держа голову, и вышла на открытое место между Самуэлем и браконьерами. Остановилась. Повернула голову в сторону троих мужчин. То, что произошло дальше, заняло секунды. Один из браконьеров вскинул ружье. Накуру присела, не шею, не в прыжковую стойку, а резко, всем телом, как будто пружина сжалась. Издала звук, который Самуэль потом описывал как нечто среднее между рычанием и ударом. Очень низкое, очень короткое, ощущаемое скорее грудью, чем ушами. Мужчина с ружьем не выстрелил. Он сделал шаг назад, потом еще один. Самуэль не двигался. Он лежал на земле и смотрел на Накуру со спины. Ее хвост стоял горизонтально, шерсть на загривке поднялась. Она не атаковала. Она просто стояла между ним и тремя вооруженными людьми и была тем, чем является 200-килограммовый хищник, который не боится и не отступает. Браконьеры ушли быстро. Бросили то, что тащили, оказалось молодой импала, и скрылись в кустарнике за 3 минуты. Звук их шагов стих. Накуру постояла еще немного, глядя им вслед. Потом медленно развернулась. Посмотрела на Самуэля. Он к тому моменту уже сидел, опершись на локоть. Их взгляды встретились на несколько секунд. Потом она ушла туда же, откуда пришла. Бесшумно, в одно движение, кустарник качнулся и замер. Самуэль сидел в пыли еще минут 5. Собирал коз. Перезвонил Лесомару. На этот раз тот взял трубку, и Самуэль сообщил о браконьерах, направлении, в котором они ушли, и их примерном описании. А Накуру не сказал ничего, просто не нашел слов, которые сделали бы это звучащим правдоподобно. Лесомар перезвонил на следующее утро. Браконьеров не нашли. Они ушли за границу охраняемой зоны еще ночью, и преследование потеряло смысл. Но Лесомар сказал кое-что другое. Рейнджеры, которые выехали по звонку Самуэля, обнаружили у русла следы крупной кошки. Свежие, явно Накуру. И рядом с ними следы сандалий. Лесомар спросил прямо: «Ты был там с ней?» Самуэль помолчал секунду. Потом сказал: «Она просто прошла мимо». Лесомар не стал давить. Но перед тем, как закончить разговор, добавил: «Самуэль, если она начинает ассоциировать тебя с безопасностью, это может стать проблемой. Для нее, не для тебя». Самуэль понял, что имеется в виду. Дикое животное, которое теряет страх перед человеком, рано или поздно попадает в ситуацию, где этот потерянный страх его убивает, либо оно заходит в деревню и его застреливают, либо оно начинает воспринимать всех людей как безопасных, а люди бывают разные. Он думал об этом 3 дня, и на 4-й день снова увидел Накуру. На этот раз она не вышла сама. Самуэль заметил ее в тени кустарника. Она лежала и наблюдала за ним, пока он пас коз у восточного склона. Он сделал вид, что не видит ее. Продолжал ходить, покрикивать на коз, делать все то, что делает обычный пастух в обычный день. Накуру пролежала так около часа и ушла. Но на следующий день она была снова. И через день тоже. Она не подходила близко, держала дистанцию 30-40 метров, лежала в тени, наблюдала. Иногда Самуэль видел ее, иногда нет, но по поведению коз понимал, что она где-то рядом. Козы привыкли к ней быстрее, чем он ожидал. Перестали паниковать, просто держались чуть плотнее, чем обычно. Примерно через 2 недели такого молчаливого соседства произошло то, что Самуэль называет самым странным моментом за все это время. Он сидел на камне, обедал, лепешка, немного вареного мяса, термос с чаем. Накуру лежала в 30 метрах, в своей обычной позе. Самуэль доел, завернул остатки в ткань. И вдруг Накуру встала, подошла к нему, прямо без остановок, и остановилась в 2 метрах. Самуэль не двинулся, он сидел на камне, смотрел на нее, и она смотрела на него. Потом она опустила голову и потерлась верхней частью черепа о его колено. Это длилось, наверное, 3 секунды. Потом она отступила на шаг и снова легла на землю, как будто ничего не произошло. У Самуэля перехватило дыхание. Не от страха, от чего-то другого, для чего у него не было точного слова. Он сидел абсолютно неподвижно и чувствовал, как колено еще хранит тепло и вес ее головы. Трение головой – специфический поведенческий акт у кошачьих. Они делают это с теми, кого считают своими. Домашние кошки трутся о ноги хозяина, львы трутся головами при встрече внутри прайда. Это не случайный жест и не ошибка. Накуру сделала это намеренно, осознанно, выбрав именно этот момент. Мутия, когда Самуэль наконец рассказал ему об этом,
Через несколько недель, почти случайно, в конце телефонного разговора о другом замолчал на несколько секунд. Потом сказал: «Я работаю с дикими кошачьими 14 лет. Я читал о подобном дважды. Оба раза это были животные, которые имели длительный позитивный контакт с конкретным человеком в ситуации высокого стресса. Она тебя не просто узнает, Самуэль, она тебя приняла». Самуэль ответил: «Я знаю». Мутия помолчал еще. Потом добавил то, что добавлять, наверное, не собирался. «Это случается раз в жизни, может быть, реже». Самуэль не ответил на это ничего. Просто держал телефон у уха и смотрел в окно на выжженную августовскую саванну за деревней. Октябрь принес в Самбуру короткие дожди. Не те обильные, что бывают в апреле, а скупые по 2-3 часа через день, после которых земля успевала высохнуть до следующего раза. Трава поднялась на 10 сантиметров и снова остановилась. Животные вернулись на старые маршруты. Жизнь в саванне восстановила привычный ритм. Самуэль заметил изменения не сразу. Накуру перестала появляться ежедневно. Теперь он видел ее 2, иногда 1 раз в неделю. Мутия объяснил это просто. Сезон дождей означает больше добычи, прайд активнее охотится, самки проводят больше времени на охоте и меньше в одиночных перемещениях. Это было нормально. Это было правильно. Но именно в октябре произошло то, что изменило положение Самуэля в деревне. История о львице дошла до Арчер-Пост не через него, через рейнджеров. Лесомар упомянул случай на районном собрании по вопросам безопасности, где присутствовали старейшины нескольких деревень. Он говорил о браконьерах, о необходимости усиления патрулирования и в качестве примера привел случай с Самуэлем, как пастух оказался в опасной ситуации и как дикое животное повело себя нетипично. Лесомар был осторожен в формулировках, но люди услышали главное: львица защитила пастуха. В деревне Самуэля это восприняли по-разному. Старейшина Лотиро, которому было за 70 и который помнил времена, когда Самбуру пасли скот без заборов и без рейнджеров, пришел к Самуэлю домой на следующий день после собрания. Сел на циновку, выпил чаю и долго молчал. Потом сказал, что в традиции Самбуру есть понятие лайбан — человек, которому открыто то, что скрыто от других. Не шаман и не колдун. Просто тот, кого животные и земля принимают иначе. Латиро сказал, что не видел настоящего лайбана уже 40 лет. И что, возможно, ошибался, думая, что такие люди остались только в старых историях. Самуэль ответил, что он просто пастух, и что все произошедшее — стечение обстоятельств. Латиро выслушал это, кивнул и ушел. По его лицу было невозможно понять, поверил ли он. Другие отреагировали иначе. Несколько соседей стали держаться от Самуэля чуть более настороженно, не враждебно, но с той осторожностью, с которой люди относятся к тому, что не укладывается в привычное. Один мужчина, Кипрото, чья семья потеряла 2 коз от львов 3 года назад, сказал прямо: «Нехорошо, когда хищник приходит к человеку как к своему». Это значит, что граница стерлась, а стертая граница опасна для всех. Самуэль выслушал и не стал спорить. Кипрото был прав по-своему. Граница действительно стерлась, только не так, как тот думал. В конце октября Мутия приехал в Арчер-Пост лично, не по делу Накуру, а по плановой инспекции. Но нашел время зайти к Самуэлю. Они сидели на веранде, пили чай, и Мутия рассказал кое-что, о чем раньше не говорил. Накуру была не единственной львицей в районе, которая имела контакт с людьми. В 2017-м в районе Буффало-Спрингс зафиксировали случай, когда молодой самец несколько недель держался у границы фермерских угодий, не нападал, просто наблюдал. Рейнджеры тогда решили, что он болен или ранен. Потом выяснилось, что у него был сломан зуб, и он физически не мог охотиться нормально. Он умер через месяц от истощения. Никто не понял вовремя, что ему нужна помощь. Мутия сказал это без морали и без вывода, просто рассказал, но Самуэль понял, что имеется в виду. Накуру поняла что-то, чего тот самец не смог донести. Или нашла того, кто смог понять. Они помолчали. За верандой садилось солнце, небо над саванной становилось тем темно-оранжевым, которое бывает только в Восточной Африке. Густым, почти осязаемым. Где-то далеко, за кряжем, прокричала птица. Больше не было никаких звуков. Мутия уехал в 8 вечера. Самуэль еще долго сидел на веранде в темноте и слушал, как тихо стоит ночная саванна вокруг деревни. Накуру исчезла в ноябре. Не постепенно, просто однажды перестала появляться. Неделя, 2, 3. Самуэль проходил старые маршруты, смотрел на кустарник, проверял русло. Ни следов, ни силуэтов в тени акаций. Козы шли спокойно, слишком спокойно, как ходят, когда рядом нет ничего крупного. Он позвонил Мутия в конце ноября. Тот сказал, что прайд сместился на север, к границе с Эфиопией. Там выпали хорошие дожди, появилась зебра и антилопа гну. Это нормальная сезонная миграция. Накуру ушла вместе со всеми. Мутия сказал: «Она дикая, Самуэль. Она живет там, где еда». Самуэль ответил: «Я знаю». И на этот раз действительно знал, без горечи, просто как факт.
Декабрь прошел тихо. Январь тоже. В феврале 2020-го, ровно через 11 месяцев после того утра с камнями и зажатой лапой, Самуэль вел стадо по восточному склону и увидел ее у старого русла. Накуру лежала на плоском камне. Рядом с ней лежали два львенка. Примерно 4-5 недель от роду, значит, она родила их в январе где-то на севере и вернулась сюда уже с ними. Оба были живые, оба возились рядом с матерью, один тянул ее за ухо, второй неловко карабкался на ее спину и съезжал обратно. Самуэль остановился в 40 метрах. Накуру подняла голову, посмотрела на него, не встала, не напряглась. Просто посмотрела с тем спокойным, ровным взглядом, который он уже научился читать. Потом она положила голову обратно на лапы. Это был сигнал, который не нуждался в переводе. Все в порядке, опасности нет, можно быть рядом. Самуэль медленно сел на землю прямо там, где стоял. Козы разбрелись вокруг, щипали траву. Один из львят заметил движение, поднял голову и уставился на Самуэля с тем же бесстрашным детским любопытством, которое он уже видел однажды. У того первого, которого больше не было. Самуэль сидел и смотрел на них минут 20. Потом один из львят встал на нетвердые лапы и начал идти в его сторону. Маленькими заплетающимися шагами, нос вперед, уши торчком. Накуру следила за ним взглядом, не остановила. Львенок дошел до расстояния примерно 3 метров, сел и уставился на Самуэля снизу вверх. Самуэль не двигался. Они смотрели друг на друга. Человек 41 года, пастух из Самбуру и существо весом около 3 килограммов, которое еще не знало ничего о мире, кроме запаха матери и вкуса молока. Потом львенок чихнул. Резко, неожиданно для самого себя, мотнул головой и развернулся обратно к матери. Потрусил назад по рыжей земле, слегка заваливаясь на правый бок. Самуэль выдохнул. Он не заметил, что все это время задерживал дыхание. Накуру облизала вернувшегося львенка коротким движением, не глядя, привычно, как делают это 1000 раз. Второй детеныш к тому моменту уснул, свернувшись у ее живота. Самуэль поднялся, собрал коз. Постоял еще немного, глядя на троих у камня. Накуру снова подняла голову. Их взгляды встретились последний раз на этот день. Самуэль развернулся и пошел домой. Он шел быстро, почти так же быстро, как шел 11 месяцев назад, после того первого раза. Но теперь руки не дрожали. Теперь внутри было что-то другое. Не страх и не потрясение. Что-то тихое и очень тяжелое, одновременно как камень, который не давит, а просто лежит и напоминает о своем весе. Дома он сказал Наре. У нее 2, оба живые. Нара посмотрела на него, потом кивнула и пошла ставить чай. Мутия узнала о возвращении Накуру через неделю от рейнджеров, которые зафиксировали ее на маршруте патрулирования с 2 детенышами. Он позвонил Самуэлю и сказал одну вещь, которую Самуэль не ожидал услышать. Оба львенка самцы. В условиях Самбуру самцы из небольших прайдов имеют низкий процент выживаемости до 2 лет. Конкуренция, засуха, браконьеры. Но Мутия сказал это не как приговор. Он сказал это как факт, после которого добавил. Она выбрала хорошее место для возвращения. Самуэль понял, что имеется в виду. Она вернулась туда, где знала, что безопасно. В марте 2020-го исполнился ровно год с того утра на тропе. Самуэль не отмечал эту дату, он вообще не думал о ней, пока Нара не сказала за завтраком: «Год назад ты пришел домой с трясущимися руками». Самуэль посмотрел на нее. Потом посмотрел на свои руки. Они были спокойны. Накуру появлялась у его маршрута еще несколько раз в том году. Уже с подросшими львятами, которые к апрелю весили килограммов по 8 и двигались с той угловатой уверенностью, которая приходит к хищникам между 1 и 2 месяцем жизни. Однажды один из них снова подошел к Самуэлю. На этот раз на 2 метра, обнюхал воздух перед ним и ушел обратно. Накуру наблюдала и не вмешивалась. Летом 2020-го история Самуэля Лекарро вышла в кенийской прессе, небольшая заметка в издании, которое пишет о дикой природе. Мутия дал комментарий. Лисамар подтвердил факты. Самуэль не давал интервью. Он сказал журналисту, который приехал в Арчер-Пост, что не знает, что тут объяснять. Журналист написал об этом отказе в самом конце статьи, и именно эта фраза разошлась больше всего. Но финал этой истории случился не в прессе и не в телефонном разговоре с зоологом. Он случился в октябре 2020-го. Самуэль пас коз у восточного склона. Это обычный день, обычный маршрут. Накуру не появлялась уже 3 недели. Он не ждал ее. В середине дня козы вдруг остановились и сбились в кучу. Точно так же, как в то первое утро 17 месяцев назад. Самуэль поднял голову. Из кустарника вышли 3. Накуру и оба ее сына. Не детеныши больше. Молодые самцы, 9 месяцев, почти с мать ростом. Грива у обоих только начинала проявляться, темный пушок вокруг ушей и по краю морды. Они шли рядом с матерью плечо в плечо и смотрели на Самуэля 3 парами янтарных глаз. Накуру остановилась в 20 метрах, сыновья остановились вместе с ней. Самуэль стоял неподвижно и смотрел на всех 3. Он думал о том утре в марте 19-го, о камне весом 25 килограммов, о 4 минутах, которые понадобились, чтобы его сдвинуть. О том, что тогда у него не было ни секунды на размышление
размышления, он просто пошел за ней, потому что понял, что нужна помощь. Накуру сделала то, что делала уже несколько раз за эти 1,5 года, опустилась в сфинксовую позу. А вы когда-нибудь задумывались, что даже львицы иногда нуждаются в помощи? Если вам понравилась эта история о смелых животных, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вас ждут еще больше удивительных рассказов и видео. Ссылка в описании. Оба сына последовали за ней, синхронно, как будто это было отрепетировано. Все трое смотрели на него. Самуэль медленно сел на землю. Они пробыли так около получаса. Потом Накуру встала, издала тот короткий гортанный звук, который означал движение, и все трое ушли в кустарник, спокойно, без спешки, как уходят те, кто знает, что вернется. Самуэль сидел на земле еще долго после того, как они скрылись. Козы разбрелись вокруг и щипали траву. Вот ответ на вопрос, с которого началась эта история. Что бы вы сделали, если бы дикая львица вышла к вам и попросила о помощи? Самуэль Лекарро пошел за ней. Он сдвинул камень. Он не ушел от русла, когда ей было плохо. Он не двигался, когда она пришла сама. Он сидел на земле, пока она показывала ему своих сыновей. Он не сделал ничего героического. Он просто каждый раз выбирал остаться, вместо того, чтобы уйти. И именно это она запомнила.